В общем, пилю свою прохладную. О том, как съехал недавно от предков и решил наконец жить один. Все-таки мне 24 года, чё как лох-то. Хоть предки меня и не выгоняли, решил я жить один. Нашел хату в своем Мухосранске с населением 80 зомбаков. И хата ничего так, и цена не кусается. Предки всучили мне собаку, мол, забирай, нахуй она нам тут нужна. Да и мне она тоже не всралась. Я вообще был против ее приобретения, и собак не очень-то люблю. Ну да ладно, вдвоем с ней даже веселее будет, и не так страшно ночью в пустой квартире. Поначалу все было вроде даже неплохо. Ходил на работу, возвращался под радостный визг псины и проводил вечера в интернетах. Но в один прекрасный день мир вокруг будто начал надо мной издеваться. Проснулся с утра я под невыносимый запах говна. Блять. Собака в последнее время после своего педигри стала дрестать неистово. Ну а хули делать, больше кормить ее нечем. Да и не жрет ничего, кроме своего ебаного педигри. Надо, думаю, говно скорее убрать и проветрить квартиру. А то придет сегодня домовладелица за квартплатой, которую я уже просрочил на 4 дня, а тут говнищем прет. Иду убирать и чувствую, как внутри у меня все кишки свернуло в комок, и боль резкая и дикая. Ну, думаю, все, пиздец. Желудок начал бунтовать после 2 месяцев житья на бичпакетах. Отложив уборку собачьего говна на потом, бегу на толчок срать. Снимаю штаны, нихуево так дрищу, и на лице наворачивается непроизвольная улыбка от облегчения и избавления от боли в животе. Дергаю за шнурок слива. Блять, воды нет. Как его теперь, блять, смывать-то? Родилась идея смыть его водой из чайника, и чтоб хватило воды, решил сразу смыть и собачье. Собрал его и кинул к своему. К этому моменту вонь в квартире стояла такая, что вдохнуть было почти нереально. Ёбаные педигри и бичпакеты давали о себе знать. Ладно, думаю, похуй. Иду за чайником, смываю говно. Вроде все обошлось. Жопу вытирать нечем, воды подмыть нет. Вытер полотенцем, свернул и бросил в корзину. Захотелось перекусить перед работой, даже несмотря на все еще стойкий запах говна. Но во время приготовления бичпакета меня отвлек стук в дверь. Ну все, думаю, пиздец. Сейчас домовладелица охуеет от такой вони. Это оказался назойливый сосед сверху. Постоянно доебывался до меня, и все косяки, что происходили в подъезде, по его мнению, происходили по моей вине. Открыв дверь, я тут же услышал: «Иди убирай говно за своей собакой. Она насрала на 4-м этаже». Попытавшись оспорить это и доказать ему, что я и моя псина живем на 2-м, и что насрать она там никак не могла, я был послан нахуй и начал хватать от него угрозы положить это говно мне под дверь. Ну, думаю, пускай кукарекает, и зашел в квартиру. Перекусив, отправился на работу и, выйдя за порог, наступил в это самое теплое и мягкое. Этот старый мудак еще не успел съебаться и стоял, смотрел на меня, а я на него. Терпение лопнуло, и в очередной попытке доказать непричастность к этому говну я упомянул, что говно моей собаки вкуса педигри, а это вообще ничем не воняет, как ни странно. После этого он взглянул на меня косо и медленно попятился назад к своей квартире. Кажется, он уже не слышал вслед мои слова о том, что я просто оговорился, и он не так понял. Я вытер говно о перила и ушел на работу. Вернувшись с работы, войдя в квартиру, я наконец вздохнул с облегчением. Проветрилось, но холодно было жутко, ибо на улице -20, а окно было открыто 8 часов подряд. Через полчаса моих попыток отопить квартиру с помощью газовой плиты, я услышал стук в дверь. Странно, есть же звонок, нахуя стучать? Открыл и увидел своего деда. Он жил на соседней улице, и в свои 70 лет у него на алкогольной почве была приобретенная эпилепсия, и иногда он радовал окружающих припадками белой горячки. Выглядел он довольно нервным. Я спросил, все ли нормально. В ответ увидел кивок. Его поведение указывало, что он в предсудорожном состоянии, и вот-вот его схватит эпилепсия. Ну, может, обойдется на этот раз.
Пустил его дед же, не посторонний. Посадил на кресло. Пока я заваривал очередной бич-пакет, услышал завывание из комнаты. Оказывается, его уже схватило, и он лежит на полу, как статуя. Я его перевернул на живот, чтоб не подавился своим языком. Пролежав так примерно минуту, его отпустило, и он задышал. Но что я, блядь, слышу? Это же звуки дрисни, пузырящейся из его старой жопы. Думаю, может, просто пердит. Снимаю с него штаны. А нет, блядь, реально серит. Видать, расслабилось очко после припадка, и все содержимое его 70-летнего кишечника было выдрищено на хозяйский ковер. Ковер в говне, дед в говне, штаны его в говне. Вонь стоит такая, что по сравнению с ней собачье говно со вкусом педигри пахнет бабочками и счастьем. Засучив рукава, я, плюясь и матерясь, раздел его и понес шмотки в ванную. Нес я, видать, неаккуратно, и говнистые носки упали по пути на пол. Я этого не заметил. Пока я тусовался в ванной, пытаясь хоть как-то отстирать шмотки под тоненькой струей холодной воды, дед уже немного отошел и мог самостоятельно встать. Но после эпилептического припадка человек, тем более старый, еще несколько часов ничего не соображает и даже никого не узнает. Звонок в дверь. Ну все, пиздец. Пришла домовладелица. Появилась идея ей не открывать, может, съебется и придет завтра. Но за дверью с ней был еще кто-то. Это был тот самый старый, ебаный сосед. Подойдя к двери, я услышал, как он ей говорит о том, что вы поселили в свою квартиру говноеда. Эта сука меня услышала и потребовала открыть дверь. Делать было нечего. Как только я отворил дверь, их обдало прохладной и невыносимой вонью, от которой они оба быстро начали моргать, а у домовладелицы заслезились глаза. Она отпихнула меня и влетела в квартиру. От того, что она там увидела, охуел бы любой на ее месте. Кошмарная вонь, которой пытают грешников в преисподней. В комнате пиздецкая холодина. Через открытую форточку, видать, надуло. Посреди комнаты стоит кресло, а в кресле сидит мой обосранный по пояс дед. Сидит и трясется в послеприпадочных рефлексах и от холода. Ноги его стоят в луже его, уже ледяной дрисни. Он смотрит на них, они на него. Чувствую, она сейчас потеряет сознание. В то же время старый сосед начал орать на весь подъезд, что я говноед, и обмазываюсь говном с каким-то старым дедом. Я стоял в ахуе и не знал, что сказать. Домовладелица уже не обращала на меня никакого внимания и пыталась достучаться до моего деда. На вопрос, кем я ему прихожусь, он ответил, что не знает меня и видит впервые. Она окончательно охуела, возможно, даже поехала крышей. На ее глазах наворачивались слезы. В этот момент моему деду что-то взбрело в голову, и он как-то умудрился легнуть ее по ебалу своей обосратой ногой. Я в этот момент смотрел в другую сторону, и мое внимание привлек влажный шлепок с их стороны. Домовладелица пролетела мимо меня в слезах, по пути наступив на носки с говном. Может, тоже не заметила. Влетела в ванну и начала попытки умыться. А воды-то нет нахуй. Вижу, ищет полотенце. Вижу, тянется рукой в корзину с бельем и берет мое утреннее говнистое полотенчико, которое я не успел постирать. Вытирает им лицо. И, о боже, на ее лице теперь еще больше говна. 2 сорта говна тонким слоем равномерно намазаны на ее уже немолодом лице. Резко отдернулась от него и после нескольких секунд охуевания грохнулась в обморок. Старый пидор с верхнего этажа зря времени не терял и собрал возле моей двери пол подъезда. Молодые парни ржали, девушки смотрели с презрением, а бабки начали в меня плеваться. Перед ними была охуенная картина. В квартире воняет говном. Домовладелица лежит в ванной, и лицо ее покрыто слоем говна. Из комнаты выходит какой-то старый хрыч, голый и по пояс в дрисне. За ним виднеются коричневые следы. Я стою и ничего не могу сказать, ибо такой хуйне просто нет объяснения. К такому меня жизнь не готовила. Дальше все как в тумане. Кроме истерических криков в свою сторону, ничего не помню. Естественно, меня выселили, и я вернулся к своим предкам, вместе с собакой.
Прошел уже месяц, и я наконец созрел для того, чтобы излить душу. Из дома я почти не выхожу. Боюсь встретить кого-нибудь из того дома.